Длина тела касаток может достигать 10 метров, а масса 10 тонн, что делает их самыми крупными дельфинами в мире. Они распространены по всей планете, причем разные популяции могут сильно отличаться, как по внешнему виду, так и по образу жизни. Однако для всех касаток характерно очень сложное социальное поведение и невероятно высокий уровень интеллекта. Типичная семья касаток состоит из взрослой самки, ее взрослых сыновей и детенышей разного возраста. Несколько родственных семей могут объединяться и образовывать единую стаю, в которой все особи поддерживают дружеские отношения. При этом спаривание происходит только между особями из разных стай, что позволяет избежать близкородственного скрещивания. Основу питания многих популяций касаток составляет рыба. Это может быть как мелкая рыба, например, сельдь, так и крупные хищники, такие как скаты и даже акулы. При охоте на акул касаток прежде всего интересует их большая печень, богатая жирами, белками и витаминами, в то время как мясо, из-за высокого содержания в нем ядовитой мочевины, поедается редко. Некоторые касатки часто охотятся на морских птиц, например, пингвинов. Поймать королевского пингвина в воде непросто, так как по маневренности он значительно превосходит касатку. Однако максимальная скорость пингвина не превышает 14 км в час, в то время как касатка может разгоняться до 56 км в час, что дает и преимущество при внезапной атаке. В рацион касаток входит около 20 видов ластоногих, в том числе тюлени, морские львы и морские котики. При охоте на морских львов касатки стараются отбить от группы самую слабую особь и не дают ей вернуться на мелководье. Затем касатки изматывают жертву непрерывными атаками и оглушают мощными ударами хвоста. Наконец, самая сильная касатка наносит выбившемуся из сил морскому льву смертельный удар. Но даже на суше морские львы не могут чувствовать себя в полной безопасности. Добычей касаток могут стать даже взрослые самцы морских слонов, крупнейших ластоногих, достигающих 7 метров в длину и массы 5 тонн.
Несмотря на то, что дельфины являются ближайшими родственниками касаток, не уступают им в скорости и превосходят в маневренности, они часто становятся их жертвами. Так же, как и многие другие китообразные, например, морские свиньи. Поймать быстрых и ловких дельфинов касаткам удается за счет четко скоординированных коллективных действий. Каждая стая касаток имеет свой собственный диалект, набор уникальных звуковых сигналов, которые передаются из поколения в поколение путем обучения и являются аналогом языков у людей. Именно сложная система коммуникации в сочетании с высоким интеллектом позволяют касаткам успешно охотиться не только на дельфинов, но и на самых крупных животных на планете. Киты являются основной добычей для многих популяций касаток. При охоте на кита касатки наносят ему множественные укусы, стараясь обездвижить, после чего ослабленного от потери крови кита топят, не давая ему всплыть к поверхности. Добычей может стать даже крупнейшее известное животное за всю историю Земли. Синий кит. Он достигает 33 метров в длину, при массе около 200 тонн. И для охоты на такого гиганта касатки могут формировать огромные стаи, включающие более 75 особей. Нападениям часто подвергаются даже кашалоты, которым, несмотря на сильные челюсти и социальный образ жизни, редко удается дать касаткам достойный отпор. Способы охоты касаток крайне разнообразны и могут быть очень сложными и необычными. Добраться до отдыхающего на льдине тюленя – непростая задача. Но касатки нашли способ. Касатка-разведчик обнаруживает тюленя и при помощи звуковых сигналов координирует остальную стаю таким образом, что они одновременно проплывают прямо под льдиной, создавая волну, которая смывает тюленя в воду. Не всегда удается поймать тюленя с первого раза. Но касатки не привыкли отступать. Касатки, живущие в неволе, часто скучают, и одним из способов развлечения для них становится охота на птиц с использованием приманки. Сначала касатка бросает птицам небольшую рыбу далеко на берег, усыпляя их бдительность и приучая не бояться хватать угощения.
Постепенно касатка бросает рыбу все ближе и ближе к воде, при этом не делая никаких попыток поймать птиц. Наконец, касатка кладет приманку в наиболее удобное для нападения место и ждет, когда одна из птиц совершит роковую ошибку. Известны случаи, когда касатки в неволе нападали на людей и даже убивали их. Однако причиной нападений никогда не был голод. Ключевую роль играли куда более сложные факторы, связанные с высоким интеллектом касаток, такие как стресс от скуки, одиночество и разлуки с детенышем. В дикой природе касатки ведут себя очень дружелюбно по отношению к человеку. До сих пор не было зарегистрировано ни одного случая нападения диких касаток на человека со смертельным исходом. При этом касатки не боятся людей и даже охотно контактируют с ними. Как ни странно, несмотря на свои огромные размеры и высокую численность, касатки являются одними из самых малоизученных морских млекопитающих. В 1955 году были сделаны фотографии очень необычных касаток, обитающих в субантарктических водах. На видео их удалось заснять только в 2014 году. Эта разновидность получила название тип D и визуально сильно отличается от других типов касаток округлой головой с очень маленьким белым пятном, более острым спинным плавником и меньшими по размеру зубами. В 2019 году было выявлено, что эти касатки сильно отличаются от других и на генетическом уровне, и, возможно, даже относятся к отдельному виду. Общая численность всех типов касаток неизвестна, но предположительно довольно высока и составляет не менее 50 тысяч особей, из которых примерно половина живет в водах Антарктики. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и пишите свои впечатления в комментариях. Всем спасибо за внимание. Всем пока.